Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. В ЕС побит семилетний рекорд по отбору газа из хранилищ. В подземных хранилищах газа ПХГ Старого Света запасы снизились до рекордных 39%, чего уже не было последние 7 лет. Александр, а о чем нам говорят такие скудные запасы? Почему они так быстро истощаются? Ну, во-первых, они говорят о том, что емкость хранилищ увеличилась за последние 7 лет. То есть, когда мы говорим о вот этих относительных показателях, нам нужно понимать, а мы от чего считаем. То есть, если это было 100 миллиардов кубических метров, на самом деле хорошо, 110 миллиардов кубических метров по состоянию, скажем, на 2020-2021 годы, емкость совокупная, и накоплено было там 103 миллиарда кубов, и было отобрано там 76 миллиардов кубических метров примерно, то в относительных показателях это будет одна картина. Если мы берем показатели там, в 65 миллиардов кубических метров, которые были году в 2010-м, это емкость газовых хранилищ в Европейском Союзе в целом, и из них было отобрано там 50 миллиардов кубов, то в относительных показателях, как вы понимаете, разница будет не в пользу 2010 года, а вот будет казаться, что там творился какой-то ужас, и в абсолютных величинах объемы были больше. Ну, по крайней мере, интуитивно будет так казаться. Но в действительности в абсолютных показателях, скажем, в 2010 году отбиралось меньше газа, чем в там, 2020-2021 годах. Вот. Почему я про 2020-2021 годы говорю? Да потому что зимой 2020-2021 годов был предыдущий рекорд по объемам отбора газа, и притом этот рекорд во многом был связан с аномальными погодными условиями, которые сложились в начале 2021 года. Мы с вами неоднократно уже обращались к этому эпизоду, но сама новость диктует нам необходимость напомнить о том, что там творилось. Во-первых, ветровые электростанции в меньших объемах производили электрическую энергию, чем там годами ранее. Снег выпал. Там, где обычно не выпадает, знаете, Мадрид такой припорошенный, снежочком в несколько сантиметров толщиной. Красота неописуемая. Вот. Испанцы, которые на это смотрят, говорят: ребята, что происходит? Где глобальное потепление, когда мы его так ждали? Вот. И необходимость увеличить отбор газа для парирования возросшего спроса на электрическую энергию, на тепло. То есть у вас, еще раз, снижается объем производства электрической энергии на ветроэлектростанциях, значит, надо загрузить больше газовые электростанции, потому что это проще всего сделать. И, кроме того, у вас повышается совокупный спрос на электрическую энергию и на тепло из-за похолодания. Я напомню, что тогда в целом в северном полушарии творился ай-яй-яй, потому что еще вот в каком-нибудь там Техасе происходили резкие отключения электрической энергии, буквально блэкаут был, из-за которого где-то неделю, а то и полторы жители Техаса были вынуждены сидеть без электричества, пока, наконец, энергосистему не перезапустили. В общем, творилось всякое, притом везде. И Евросоюз в этом плане не был каким-то исключением. И Евросоюзу довольно сильно повезло, что в 2020 году был коронакризис. Я понимаю, что странно звучит. Почему повезло? Повезло потому, что газ был очень дешевый, и его покупали как не в себя. Просто покупали на фоне снижения цен до 40, до 50 долларов за 1000 кубических метров. Покупали и отправляли на хранение, потому что это позволяло надеяться на то, что вы сможете заработать зимой. Ну, потому что сейчас очень низкие цены. К зиме они, пусть не к этой, но к следующей уж точно вырастут. А при таких ценах вы можете хоть 2 года хранить этот газ, и все равно выйдете в плюс после того, как кризис закончится. И к тому моменту были накоплены рекордные объемы, там порядка 106, 103, 106 миллиарда кубических метров, что позволило относительно безболезненно пройти такое вот холодное начало 2021 года. То есть объемы газа в хранилищах были достаточны для парирования возникших рисков. А объемов было, к началу года, то есть на 1 января 2021 года было где-то 80 миллиардов кубов. На 1 января 2025 года было примерно
столько же примерно. Там разница в несколько миллиардов кубов. Там, может, 79 миллиардов кубов, но это не суть. Для нашей с вами беседы такая точность не важна. Важно, что отбор в начале 2025 года шел примерно в тех же объемах, что и в начале 2021 года. То есть, по большому счету, то, что мы наблюдаем сейчас, это повторение во многом событий 2021 года, только событий, именно связанных с сохранением газа и с отбором газа, потому что вводные условия, которые приводят к такому темпу отбора, несколько отличаются. Отличается в какой части? Во-первых, текущий спрос ниже. Текущий спрос на газ ниже, чем в 2021 году. То есть у вас совокупное количество потребителей снизилось, в первую очередь в промышленном сегменте. Потребление более чем на 20 миллиардов кубических метров упало. Я, кстати, замечу, что мы видели снижение спроса на газ в промышленности уже в 2022 году за январь-февраль 2022 года относительно января-февраля 2021 года. Тогда опережающими темпами восстанавливалось потребление после коронакризиса, и на этом фоне, тем более там совокупный объем потребления газа из-за неблагоприятных погодных условий увеличился. На этом фоне, то есть промышленность все равно продемонстрировала снижение показателей в 2022 году относительно 2021 года. И за прошедшее время ситуация-то не изменилась, по крайней мере, к лучшему. Объем потребления сократился. Объем текущего спроса сократился, что привело к тому, что совокупный спрос на газ в Евросоюзе и Великобритании вместе упал более чем на 100 миллиардов кубических метров в годовом выражении. Учитывая объем потребления в одном только, по сути, это сокращение более чем на 20%. Давайте так. Сокращение более чем на 20% по таким категориям потребителей, в первую очередь, как промышленность и население. То есть экономит больше всего население, потому что дорого. Все богатые, понятно, в Европе, но дорого, знаете, всем этим богатым. И поэтому люди начинают меньше потреблять газа. И во вторую очередь промышленность. Индекс промышленного производства в ряде крупных газопотребляющих стран сократился. Например, в Германии он упал относительно 2021 года примерно на 8 процентных пунктов, что довольно значительная величина. Притом наиболее заметные объемы сокращения вот этого индекса промышленного производства приходятся как раз-таки на тот сегмент, который связан с переработкой, в том числе переработкой газа. Вот. И здесь мы приходим здесь мы приходим, собственно, к 2025 году. Хорошо, потребление снизилось, а что ж такой отбор? Украинский транзит прекратился. Соответственно, возможности по поставкам газа в моменте в Евросоюз снизились. У вас есть фактор похолодания, в январе прохладненько, знаете, относительно декабря, в феврале тоже довольно-таки прохладненько оказалось. Значит, газа нужно побольше, чем, скажем, в декабре. Плюс у вас снизились возможности по, получению 40-45 миллионов кубических метров газа в сутки через украинский транзит, что дополнительно вызвало давление на рынок, котировки выросли, а значит, гораздо привлекательней стала продажа газа из подземных хранилищ. То есть кто-то ввиду ограниченности предложения и ввиду того, что ценовые показатели благоприятствуют этому, решил: здорово, давайте побольше отбирать и побольше продавать. Кто решил? Да банально, люди, которые закачивали этот самый газ и которые закачивали его не для того, чтобы решить какую-то социальную функцию. В России закачкой газа занимается наша главная газодобывающая компания, и на темпы отбора вообще не влияет рыночная ситуация. Для понимания просто, почему для Европы это важно, для нас это не важно. У нас регулируемые оптовые цены, то есть у нас государство говорит: оптовая цена вот такая. Что там на бирже с газом творится? У нас тоже часть газа продается через биржу, но это вообще никакого влияния не оказывает на ту цену, по сути, по которой тот же самый «Газпром» этот газ продает. Поэтому у нас он занимается закачкой газа, он занимается отбором газа. Это играет роль в чистом виде, как часть производственной цепочки. То есть вы закачали газ, вы его отбираете, потому что конкретно сейчас увеличивается потребление, а не потому что: здорово,
Или, ой, плохо, мы не можем газ получить из-за рубежа. Ну, ха-ха, 3 раза Россия получает газ из-за рубежа. Будем надеяться, до такого мы не дойдем. Да вот. И, кроме того, погодные условия – это единственный фактор, который, по сути, на это влияет. То есть, похолодало, надо больше газа отобрать. Все. Ну вот. А какой-то финансовый фактор на это вообще повлиять не может, потому что газ, отобранный из ПХГ, что газ, добытый только что и отправленный в трубу и доставленный до потребителя, они будут стоить одинаково. При том, что газ, газ, который вы отбираете из ПХГ, закачивался туда, ну, он закачивался примерно по той же цене, по которой его сейчас вы будете продавать. Ну, потому что цена с тех пор, как вы его закачивали, оптовая не изменилась. То есть ценовые условия не изменились. Ну, кроме того, это газ, который вы же и добыли. Это вот, ну, такая, знаете, широкими мазками обозначить, почему не везде действуют такие же факторы, влияющие на темпы отбора, как в Европейском Союзе. Там другая картина. Там биржевое ценообразование, там газ заканчивается летом. Смешно получилось, заканчивается. Так вот, закачивается газ летом, потому что обычно, не всегда, но обычно летом котировки ниже, цены ниже, вы купили дешевле, зимой продали дороже. Разница, как правило, вот удовлетворяющая всех разница, это долларов 100. Собственно, почему мы раз за разом возвращаемся к Европейскому Союзу, к его проблемам. Нет, понятно, если посмотреть только на превьюшки наших видео, то может сложиться впечатление, что мы тут в истерике бьемся и раз за разом какую-то чушь несем. Нет. Мы обращаемся, исходя просто злобой сочимся от того, как у них там плохо. Нет, это плохо, что там людям плохо. Это вообще не человеколюбиво радоваться, что кому-то плохо. Если людям простым там плохо, то это вопрос скорее к руководству. Ребят, вы в сознании, вы нормальные, они нормальные, просто безответственные и беспринципные. Но это ладно, это их проблема. Нам-то что? А нам надо смотреть на то, как они реализовывали их реформы. Нам надо смотреть на то, к чему это привело. Если вдруг кому-то у нас покажется что-то офигенно просто, надо так же делать. Надо сделать так же, как у них, ведь там умные люди. Нет. Дурак на дураке. С хорошим образованием, но дурак на дураке. И это ладно, может, даже умные люди, но безответственные. Потому что пока у вас есть бумажка, которая подписана в конце нулевых годов, на которую вы можете сослаться, и еще бумажки, которые подписывались с опорой на эту бумажку, третий энергопакет передает привет. Так вот, пока вы ссылаетесь на эту кипу бумажек, вы с себя снимаете ответственность. И кто бы там ни поменялся, какая бы говорящая голова не стала говорить про энергетику в Европейском Союзе, ситуация не изменится. Менять надо сам подход, саму архитектуру энергетических рынков, а об этом даже никто не заикается. И если сейчас снимут вот эти ограничения, требования, точнее, по объемам заполнения газа в ПХГ, то это будет означать, что летом 2025 года Евросоюз может, не обязательно, но может проскочить относительно безболезненно, но это создаст риски как для следующей, так и для прочих зим, которые будут потом. И можно сколько угодно надеяться на кризис перепроизводства, который может наступить через годик-два. Но это не решает проблему системно. Это надежда. Это просто надежда на то, что кто-то придет и за вас все порешает. Вот стихия рынка. Стихия рынка не работает. Должно быть четкое планирование, должно быть выстраивание системы в систему, а не в разрозненные элементы, которые друг с другом как-то должны там взаимодействовать, опираясь на исключительно рыночные сигналы. Пореагировали у вас на рыночные сигналы. Все нормально, все нравится. Нет, если вам все нравится, то хорошо. Но я бы хотел, чтобы у нас смотрели и учились как не надо. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Подписывайтесь на Телеграм-канал Александра. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, подпишитесь на Телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и Телеграм-канал «Инфотек», если вам не сложно. Я уверен, вам не сложно, мне приятно. На сегодня все. Всего хорошего.